Если у вас есть всего один кабачок и хочется чего-то по-настоящему вкусного, этот рецепт вам обязательно пригодится. Беру кабачок и нарезаю тонкими лентами с помощью овощечистки, вот таким образом. Привет, друзья! Сегодня у нас простой и сытный ужин из кабачков, который прекрасно подойдет для всей семьи или если вы ждете гостей. А я напоминаю, что с вами Олеся на канале Готовим дома. Я очень рада видеть каждого из вас. Напишите, пожалуйста, из какой страны вы меня смотрите. Выкладываю ленты цукини на доску в один слой. Посмотрите, какие тоненькие они получились. Как раз то, что нужно. Чуть-чуть соли. И оставим минут на 10, пусть полежат. В сковородку отправляю кусочек сливочного масла, где-то 1-2 чайных ложки. И нарезаем одну луковицу. Режем лук мелко, чтобы побыстрее прожарился. Друзья, а вы любите лук в блюдах? Я без него редко когда готовлю. Такой аромат сразу идет по всей кухне. Кто тоже не представляет себе домашние блюда без лука? Ставьте лайк. А если не любите, расскажите, почему и чем заменяете. Вот так, помельче измельчим, чтобы быстрее прожарился. Отправляю лук на горячую сковородку и обжарим где-то 3-4 минутки до прозрачности и легкой румяности. Одно куриное филе разрезаем сначала вдоль и раскрываем вот так, как книгу. Теперь нарезаем вот такими длинными полосками. И затем маленьким кубиком. Так быстрее прожаривается и удобно кушать. Простой, вкусный рецепт как раз для семейного ужина. И это как раз тот случай, друзья, когда из обычных продуктов, которые найдутся на каждой кухне, получается любимое блюдо для всей семьи. И готовить просто, и получается очень сытно. Уверена, что этот рецепт точно приживется в вашем семейном меню. Лук стал уже мягким, как раз то, что нужно. Отправляю курицу в сковородку. И по вкусу приправляем солью и черным молотым перцем. Жарим где-то минут 5 на среднем огне, пока курица не станет мягкой. И пока курица доходит до готовности, берем шампиньоны. Я часто беру коричневые шампиньоны, у них аромат поярче, чем у белых, но вообще люблю такие рецепты, где можно взять то, что есть в ближайшем магазине. Поэтому вы можете взять любые грибы, в любом случае будет очень вкусно. Сначала нарезаем грибы ломтиками. И затем нарезаем помельче, измельчим при помощи ножа, но не слишком мелко, пусть остаются и крупные кусочки. А вы тоже замечали? Была гора грибов, пожарили, осталась ложка. Обидно. Грибы нарезали. Вот так вот хорошо их измельчили. Быстро, просто и очень вкусно. Отправляю грибы в сковородку и жарим минут 10 на среднем огне, пока не испарится вся жидкость. Аромат уже стоит просто невероятный, очень вкусно пахнут грибы. Блюдо получится очень вкусным. Также нам понадобится форма для кексов или для маффинов. По капельке масла в каждую ячейку капаю. И пройдемся кисточкой по стенкам и по дну формочек. Хорошо смажем каждую формочку. Сейчас мы с вами будем готовить нечто действительно необыкновенно вкусное. Уверена, что вы так еще не готовили. И вся ваша семья и гости будут в восторге. Так что это блюдо вполне можно подать и на праздничный стол. Кабачки можно уже промокнуть бумажными полотенцами. Прошло минут 10. Аккуратно промакиваем
салфеткой, бумажным полотенцем. Посмотрите, сколько влаги, мы убираем лишнюю влагу, так они будут лучше держать форму и ничего не потечет. Беру один ломтик кабачка и выкладываю в формочку вот так. Аккуратно распределяю по кругу по стенкам формочки. На одну формочку уходит где-то 2-3 ломтика. По вашему желанию можете взять 2-3, может быть, кто-то захочет сделать потолще стеночки. Посмотрите, кабачки такие мягкие стали, потому что мы с вами их посолили и оставили, чтобы они немножко полежали. Они становятся очень гибкими, эластичными и легко принимают нужную форму. Посмотрите, вот такие аккуратные корзиночки получаются, и все делается очень просто. А начинка может быть абсолютно любой. Например, обжаренные овощи с сыром или курица с грибами. Это универсальный рецепт, подойдет под то, что есть в холодильнике. Теперь к курице с грибами добавляем немного чеснока, натрем на терочке или измельчите при помощи чесноковыжималки. 1-2 зубчика по вашему вкусу. Немного соли. Черный молотый перец и все хорошо перемешаем. Такой запах, друзья, стоит, что вся семья уже собирается на кухне. Вот за что я люблю домашнюю еду. Все уже готово, снимаем начинку с огня, перекладываем в миску. Отставим в сторону, пусть постоит и немного остынет. А я беру болгарский перец, паприку, у меня сегодня красный и желтый. Вместе вкуснее и просто красиво смотрится. Разрезаем перец и убираем семена. Нарезаем сначала полосками, а потом маленьким кубиком. Перец мы с вами не будем обжаривать, пусть он останется сочный и хрустящий. В начинке будет отлично чувствоваться и сочетаться с курицей и с грибами. Придаст свою такую пикантную, вкусную, хрустящую нотку и аромат. Желтый перчик. Готово. Отправляю перец в начинку и также нарежем зеленый лук. Я добавляю зеленый лук почти в каждое блюдо, особенно весенние и летние блюда, никогда без зеленого лучка не обходятся. И в этой начинке он тоже придаст свежесть, сочность и зеленую красивую нотку. Зеленый лук не перебивает вкус, а наоборот подчеркивает все остальное. Сюда же разбиваю одно яйцо и все хорошо перемешаем. Посмотрите, какая красота получается, столько ярких красок в одной тарелке. В 150-200 грамм сыра трем на терке. Подойдет любой сыр, который хорошо плавится. Моцарелла, гауда, эмменталь, даже сулугуни. Я всегда беру тот сыр, что есть под рукой. Главное, чтобы был вкусный. Половину сыра отправляю в начинку. Перемешаем. И если вам нравится этот рецепт, поделитесь им с друзьями. Я уверена, что им тоже понравится. Все перемешали, теперь наполняем формочки. Заполняем почти до верха, но оставим немного места для сыра, не утрамбовываем. Такие формочки, маффины, корзиночки с кабачком и начинкой очень удобно подавать порционно. А пахнет, друзья, уже так, что хочется скорее отправить их в духовку. Уже не могу дождаться, представляю, какой сегодня у нас вкусный будет ужин. Так. Сверху посыпаем сыром. На каждую формочку горку сыра. Я обожаю, когда сыр плавится и становится золотистым. И отправляем в духовку. Температура 180 градусов, 20 минут.
А пока наши корзиночки запекаются, я покажу вам мой любимый соус, который готовится буквально за 1 минуту и отлично сочетается с кабачками. В маленькой миске смешиваю пару ложек сметаны или йогурта и небольшой огурец тру на мелкой терке. Можете срезать кожуру с огурца, тогда соус получится очень нежный. Так, натерли, можете слегка отжать жидкость из огурца, если хотите, и отправляем в миску к йогурту или сметане. Чуть-чуть лимонного сока выжимаем соус. И щепотка паприки. Паприка здесь дает просто невероятный вкус. У меня копченая паприка. Очень вкусный получился соус, обязательно приготовьте. Также сюда тру 1 зубчик чеснока. И завершим все зеленым луком. Перемешали, и соус готов. Так, вы только посмотрите на наши маффины. Сыр расплавился, стал золотистым, такая золотистая хрустящая корочка, невероятно вкусно, ароматно. Достаем из духовки. Вот такая вот вкуснятина, друзья. Щепотка зеленого лука, и можно подавать. Давайте разрежем один. Смотрите, все пропеклось, аромат стоит на весь дом. Подаем с нашим соусом, сочетаются просто идеально. Друзья, спасибо, что готовили со мной. Приятного аппетита и жду вас в моем новом вкусном видео. Не забудьте поделиться рецептом с друзьями.